Всем привет! В этом видео приготовим корпусные пирожные, яблоки и груши. Одно видео у меня уже есть на канале с яблоками. Подробный рецепт я оставлю в описании. Если вам интересно, смотрите дальше. Нам надо порезать яблоки на маленькие кубики, добавить немного сахара, сливочного масла, по желанию корица или ваниль, перемешать и поставить в духовку выпекаться 200 градусов примерно 20-30 минут. Подготавливаем гель. К яблочному соку добавляем сахар, ваниль, добавляем ксантовую камедь, все перебиваем блендером и смотрим на консистенцию. Консистенция должна быть жидкая. Этот гель мы добавляем к запеченным яблочным кубикам, все перемешиваем, ставим в силиконовую форму, полусферы. Можно сразу брать и сферы, если у вас есть нужного размера. Вначале я заморозила 8 вот таких полусфер, достала их, наполнила еще 8 и сразу на наполнен еще не замороженные сферы я поставила предыдущие, которые уже замороженные. И так собираю сферы. Подготавливаем заранее взбитый ганаш. Как готовить этот ганаш для корпусных пирожных я показывала в другом видео. Ссылку оставлю в описании. Там есть подробный рецепт. В сферу наполняю примерно 1/3 ганаша. С ложкой распределяем по бокам и ставим в эту сферу замороженную яблочную начинку. Придавливаем, чтобы ганаш распределился. Если не хватает ганаш, добавляем. Если лишний, то снимаем. Замораживаем пирожные в камень. Потом к этому самому ганашу я добавляю немного молока, перебиваю блендером, чтобы ганаш вот был такой тягучий, кремовый, но в то же время он немного течет. Достаю замороженные сферы, чисткой для овощей или ножиком делаю углубление, как у яблок. Довольненько надо делать такое большое, это углубление. Потом берем вот эти подготовленные сферы
с углублением и макаем в этот жидкий ганаш. Ставим на силиконовый коврик. Так как пирожное замороженное, ганаш очень быстро схватывается, и он не течет, он держится на пирожном. Так мы делаем фрукты более уникальные, чтобы не были просто круглые, одинаковые яблочки, чтобы каждое яблоко было своей формой. Чтобы сделать пирожное груши, ганаш ставим в кондитерский мешок и сверху выдавливаем такую как пирамидку. И потом ножом или спатулой проходимся, равняем, создаем примерную вот эту форму груши. Потом эти пирожные надо поставить в морозилку примерно еще на 2 часа. Это как минимум на 2 часа. И потом достаем и каждое пирожное сглаживаем теплыми руками. Все неровности какие-то там сглаживаем руками, чтобы пирожное было более такой гладкой поверхностью. Таким способом мы можем готовить разные фрукты, овощи. Вручную придаем форму. Когда заморозили нужные пирожные, подготавливаем велюр зеленого цвета. Там на 200 грамм шоколада, 200 грамм какао-масла и краситель. Краситель я добавляю и зеленый, и желтый, чтобы более такой естественный зеленый цвет получился. И в отдельной емкости немного растопила какао-масло. Просто какао-масло и покрасила его в красный цвет. Велюр должен быть примерно 40 градусов, а какао-масло очень-очень горячий, как минимум 55 градусов. Берем пирожное, втыкаем палочку. Палочку мы втыкаем снизу пирожного. И потом макаем велюр, макаем вначале как бы бок, потом серединку, и потом, когда приподнимаем, нам надо, чтобы из серединки лишний велюр как бы вытекал по боку. Сразу как этот слой велюра застыл, мы кисточкой промазываем горячее какао-масло. Так как пирожное замороженное, какао-масло очень быстро застывает, поэтому, чтобы хорошо нанести вот этот красный какао-масло, он должен быть горячий. Если чувствуем, что уже кисточкой не можем нанести, что какао-масло уже слишком низкой температуры, то просто надо подогреть. Подтеки сглаживаем и кисточкой наносим горячее какао-масло. Движение надо быть сверху вниз. Если мы будем мазать этот какао-масло как попало, то потом в итоге он будет меньше похоже на естественное яблоко.
Груши мы просто палочку втыкаем сверху, хорошо укрепляем, проверяем, чтобы груша не спадала, и макаем пирожное в велюр. Аккуратно достаем, ждем, пока велюр почти уже не стекает, он застыл. Дно немного очищаем и ставим на силиконовый коврик или сразу на какую-то подложку. Бывает так, что пирожное не особо гладкая поверхность. Мы макаем один раз, поднимаем пирожное, но велюр не схватывается равномерным слоем, остаются такие как маленькие дырочки, пузыри. Тогда мы можем еще раз макать, немного приподнимать, чтобы равномерным слоем велюр застыл на пирожном. Постоянно надо следить, чтобы велюр был примерно 38-40 градусов. Яблоки я еще макала в капу. Как готовить капу, я тоже рассказывала в предыдущем видео. Очень быстро макаем пирожное, быстро достаем. Снизу образуется вот такая капелька, как бы подтек. Я его просто ножом срезаю. Палочки из пирожных мы достаем сразу, еще когда пирожное замороженное, чтобы не повредить вот этот корпус из велюра. Вместо капы можно использовать декор-гель, нейтральную глазурь. Это у меня декор-гель. Он работает немного по-другому. В конце все равно будет яблоко липкое. Немного он будет как бы липнуть. Отличие от капы. Добавила шоколадные палочки, которые посыпала какао-порошком. И в итоге вот такие красивые фрукты, груши и яблоки получаются. Этот способ приготовления фруктов удобен в том, что нам не надо покупать различные формы. Нам надо просто одну форму, сферу большую и одну сферу поменьше для начинки. И мы можем создавать фрукты, овощи различных форм. Вместо ганаша мы можем использовать любой мусс. Советую вам попробовать и этот ганаш. Он своим вкусом такой отличается от классического муссового пирожного. Если хотим, чтобы начинка из пирожного красиво вытекала, то обязательно надо дождаться, пока пирожное полностью разморозится. Если в холодильнике, то на разморозку уйдет примерно 4 часа. Еще только достали пирожное из холодильника, можем подержать примерно 10 минут при комнатной температуре. Тогда начинка тоже будет более жидкая, чем только из холодильника. Корпус пирожного должен быть тонкий, так, чтобы просто держал форму этого пирожного. Сколько я пробовала готовить различные начинки, самый
лучший вариант для жидкой вытекающей начинки — это ксантовая камедь. Придает вот эту такую гелевую структуру, она очень красиво вытекает. Не бойтесь экспериментировать, порадуйте близких, удивляйте гостей. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, пишите в комментариях. Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока!